Добрый день. В очередной раз подведу итоги деятельности подразделений Народной милиции Луганской Народной Республики за прошедшую неделю, а также проинформирую о ситуации на линии соприкосновения. В течение недели в подразделениях Народной милиции проходили плановые занятия по боевой подготовке. Основные усилия были сосредоточены на повышении навыков командиров в управлении подразделениями в контрнаступательном бою. Цели занятий были достигнуты. Также в подразделении Народной милиции Луганской Народной Республики проходили мероприятия по подготовке к тактическим учениям, начало которых запланировано на 11 октября. Кроме того, инженерно-саперными подразделениями проводились работы по разминированию линий электропередач на участке Зимогорье-Фрунзе. Как вы уже знаете, на этой неделе украинская сторона не выполнила условия реализации рамочного решения по разведению сил и средств, принятого трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации на Донбассе. 21 сентября этого года, согласно этому решению, стороны должны были в срок до 5 октября отвести свои силы и средства от линии боевого соприкосновения на 3 обозначенных участках в районе населенного пункта Петровская, Донецкая Народная Республика, и в районах населенного пункта Золотое и станица Луганская, Луганская Народная Республика. Хочу со всей ответственностью заявить, что с нашей стороны были выполнены все подготовительные мероприятия, и Народная милиция Луганской Народной Республики была готова своевременно осуществить отвод своих подразделений от линии боевого соприкосновения на участках в районах населенного пункта станица Луганская и Золотое. Однако украинская сторона отказалась отвести свои подразделения в районе населенного пункта станица Луганская. Тем самым сорвала реализацию условий рамочного решения. Таким образом, отвод сил и средств состоялся только на участке в районе населенного пункта Золотое. Но работа в этом направлении продолжается. 5 октября в Минске трехсторонняя контактная группа договорилась об очередной попытке 9 октября отвести силы и средства сторон в районе населенного пункта станица Луганская. Мы готовы выполнить условия принятого рамочного решения и надеемся, что на этот раз украинская сторона все же выполнит взятые на себя обязательства по отводу своих подразделений. Вместе с тем, в целях обострения обстановки украинская сторона избрала тактику ведения таких провокационных действий, как обстрелы территорий в тыл своих войск специально подготовленными диверсионно-разведывательными группами или же подразделениями, которые находятся на переднем крае. Так, 7 октября 2016 года в районе населенного пункта станица Луганская была обнаружена диверсионно-разведывательная группа ВСУ, которая осуществляла обстрел своих позиций из стрелкового оружия и самодельного миномета. В дальнейшем в районе действия ДРГ силами ополчения был обнаружен схрон с указанным вооружением. После этого началась стрельба в тыл подразделений ВСУ. После данной провокации позиции ополчения были обстреляны из минометов, а штаб АТО преподнес эту информацию как вынужденный ответный огонь. Имеются и другие также факты аналогичных провокаций. Ситуация на линии соприкосновения остается напряженной. В период со 2 по 8 октября украинские силовики 24 раза нарушили режим прекращения огня. Огонь велся из 120 и 82 миллиметровых минометов, БМП, зенитных установок, противотанковых ракетных комплексов, автоматических гранатометов и стрелкового оружия. При этом по территории
республики выпущено 217 снарядов и мин. В результате обстрелов населенного пункта Сокольники 2 октября подразделения народной милиции Луганской Народной Республики понесли потери. Один военнослужащий погиб, 3 получили ранения различной степени и тяжести. Также обстрелам со стороны украинских карателей подверглись позиции подразделений народной милиции в районах памятника князю Игорю в Станично-Луганском районе, населенного пункта Калиново и Калиново-Борщеватое, населенного пункта Логвиново и Лозовое. Приказ на открытие огня по позициям народной милиции Луганской Народной Республики своим подразделениям отдавали военные преступники. Командир 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Клочков, командир 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Зубовский, командир 54-й отдельной механизированной бригады подполковник Горбатюк, командир 9-го батальона 59-й отдельной мотопехотной бригады полковник Иванов. Украинские силовики продолжают активно вести разведку на позиции наших подразделений с использованием беспилотных летательных аппаратов, что запрещено Минскими договоренностями. Так, 3 октября в населенном пункте Веселая гора наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали БПЛА ВСУ, нахождение которого в данном месте является нарушением Минского меморандума. Беспилотный летательный аппарат летел на небольшой высоте со стороны подконтрольной киевскому правительству населенного пункта Счастье, после чего улетел в направлении населенного пункта Трехизбенка. Также полеты беспилотных летательных аппаратов ВСУ были зафиксированы в районах населенных пунктов Калиново и Лозовое. Вооруженные силы Украины продолжают нарушать условия размещения вооружения и военной техники в местах отвода, а также используют режим прекращения огня для наращивания военного потенциала своих подразделений в зоне проведения так называемой АТО. Эти нарушения ежедневно фиксируют в своих отчетах международные наблюдатели миссии ОБСЕ. В ходе посещения мест отвода и хранения вооружения и военной техники ВСУ представители миссии обнаружили отсутствие ранее отведенного вооружения. Реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» 1 единица, буксируемых гаубиц Д-30 12 единиц, буксируемых минометов 2Б-11 «Сани» 6 единиц. Кроме того, в одном из мест размещения отведенного вооружения военнослужащие ВСУ не разрешили наблюдателям записать индивидуальные заводские номера вооружения и военной техники, которую, по-видимому, украинские каратели намерены использовать для обстрелов территории Луганской Народной Республики. В ходе контроля над соблюдением отвода вооружения, предусмотренного Минскими договоренностями, представители ОБСЕ 2 октября в населенном пункте станица Луганская подконтрольному ВСУ в непосредственной близости от линии соприкосновения зафиксировали боевую машину пехоты, которая оснащена противотанковым ракетным комплексом «Конкус». Пытаясь скрыть наращивание сил и средств, украинские силовики отказывают международным наблюдателям в допуске на военные объекты ВСУ. Так, 2 октября без объяснения причин военнослужащие ВСУ не пропустили наблюдателей ОБСЕ в район населенного пункта Счастье, в район моста. Об этом факте представители ОБСЕ проинформировали совместный центр по координации и контролю. 3 октября военнослужащие ВСУ без объяснения причин не пропустили наблюдателей миссии ОБСЕ к железнодорожному мосту в населенном пункте станица Луганская,
где, по нашей информации, в капонире находится замаскированный танк. По данным нашей разведки, отсутствующие в местах хранения вооружения и техника сосредотачиваются и маскируются на позициях ВСУ вдоль линии боевого соприкосновения. В зоне ответственности 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Золотаревка Попаснянского района выявлено скопление техники ВСУ. А именно, отмечено размещение 3 единиц РСЗО «Ураган», 9 единиц танков, 2 единицы БМП и 10 единиц автомобильной техники. В рядах ВСУ продолжают иметь место случаи небоевых потерь военнослужащих. За эту неделю получили ранения 10 украинских военных. Возросшие факты небоевых потерь, связанные с употреблением алкоголя среди военнослужащих ВСУ на фоне спланированного переноса сроков проведения мобилизации в зоне конфликта, а также невозможность получения участниками АТО обещанных президентом Украины льгот. Одним из примеров небоевых потерь в рядах ВСУ является случай, произошедший на этой неделе в населенном пункте Счастье, где в результате подрыва на противопехотной мине тяжело ранены 2 военнослужащих 28-й отдельной бригады, которые находились в алкогольном опьянении. В населенном пункте станица Луганская военнослужащие 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ после употребления спиртного осуществляли разгрузку ящиков с гранатами. В результате неосторожного перемещения одна из гранат взорвалась, вследствие чего 4 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Также в районе населенного пункта Петровка в результате подрыва на растяжке получили ранения 3 военнослужащих 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Кроме того, 2 октября в результате пьяной драки получил ножевое ранение 1 военнослужащий 10-го батальона 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Пользуясь случаем, я обращаюсь к украинским военнослужащим с призывом отказаться от участия в братоубийственной войне, которую ведут погрязшие в коррупции правители Украины. Захватившая власть в результате вооруженного переворота киевская хунта никогда не откажется от замешанной на крови простых украинцев баснословной прибыли, которую приносит им война. Спасибо за внимание.